во второй половине дня 5 марта 21 час 50 минут Иосиф Виссарионович Сталин скончался. Sono contento, ma sono contento innanzitutto di aver potuto rivedere il funerale di Stalin. Cioè, nel senso, è un'operazione abbastanza particolare che ha fatto lo Snizza. E anche senza fare troppi complimenti, credo che lui sia un esempio per molte persone che lavorano con gli archivi, come bisogna lavorare con gli archivi. Nel senso che io non sono capace di utilizzarli in quel modo come fa lo Snizza, ma ho una grande ammirazione perché è un lavoro straordinario. Ma innanzitutto credo che il lavoro straordinario sia degli operatori anche che hanno realizzato questo film. E poi anche la questione che lo Snizza ha una grande conoscenza di archivi. Lui ha studiato al VGIC, nel senso è erede di una scuola di montaggio molto importante, dove c'era a capo di questa scuola Mikhail Rom, anche se lui, a differenza di Rom, di Klimov e altri che hanno utilizzato gli archivi, non utilizza spesso il contrappunto. E questo è particolare. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что я очень рад видеть Пьетро. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся в Париже, а не по Зуму. Пьетро вспомнил Рома Михаила и Климова. Я бы вспомнил еще одну очень важную фамилию, значит, и очень важного режиссера, это Дзига Вертов, который имеет, мне кажется, прямое отношение к этой картине. Значит, у Дзиги Вертова есть фильм, который называется «Колыбельная», и он показывает пространство, которое вращается вокруг вождя, значит, вокруг фигуры, которая и является центром устремления всего этого пространства и воплощением идеи этого пространства. Это такой представленный Дзигой Вертовым мир, которому я противопоставляю антимир. В моем случае, в случае Дзига Вертова, вождь жив, в моем случае он мертв. И тем не менее, все это пространство продолжает вращаться вокруг него. Это очень непростая задача, когда твой главный герой вообще-то мертв в гробу, и помимо того, что ты представил его, значит, в первых кадрах свершившегося уже факта, помимо этого он не может ничего сделать. Но, тем не менее, он продолжает оставаться точкой, вокруг которой это пространство циркулирует, которое притягивает все это пространство и тем самым его проявляет его суть. Ma credo che ci sia un'energia particolare riguardo al suo personaggio, innanzitutto, anche se è morto, è un film corale, profondamente corale. E diciamo, è vero, il vettore è il morto, ma il film è profondamente corale. Questa, diciamo, è la forza del film e dello sguardo anche al montaggio di chi l'ha realizzato. E credo che la forza sia innanzitutto la forza di questi operatori straordinari, perché era così anche in Italia ai tempi dell'Istituto Luce, durante il ventennio fascista, riguardo al culto della personalità. Allora c'è qualche cosa in comune anche con la figura di Mussolini, come è stata raccontata chiaramente all'italiana, in quel caso è Stalin, è una cosa ben precisa. E non è un caso che Sergej Loznitsa ha omaggiato alla fine nei titoli di coda tutti insieme, perché diciamo il lavoro degli operatori è lo sguardo, e come diceva Kaufman, di far dondolare la camera come una bambola, e senti uno sguardo degli operatori che erano operatori straordinari, operatori di altissimo livello. Дело в том, что эта картина не моя картина, а картина, которая была задумана, которая называлась «Великое прощание», она так и не вышла. Ее сделали месяц спустя после похорон, и посмотрело эту картину высокое начальство и положило ее на полку. Режиссеры этой картины Илья Копалин, Сергей Герасимов, Александров,
Это, в общем-то, селебрити советского кино. Это лучшие из лучших. Это не один режиссер. Операторы, я думаю, что работали над этой картиной все. Для этого фильма был пущен в ход весь запас цветной и черно-белой пленки. Материала огромное количество, которое измерялось тогда 10 тысячами метров или 100 тысяч метров. Я работал уже с материалом в количестве 40 часов примерно. 40 часов материала. Снимали по всей стране со всем имперским масштабом. Съемки закончили в середине марта, то есть доснимали еще какие-то сцены. Этот материал лежал в архиве до 1988 года под цензурой. Его никто не мог видеть, как и фильм. И потом, когда пришел Горбачев, грянула перестройка, этот страшный, убойный материал появился, но он уже никого не интересовал. Прошло, наверное, 30 лет с тех pur. Ma certo, sì, ma credo che innanzitutto sia la questione anche di aver recuperato questo materiale e che è diventato un film e del lavoro che facciamo noi. Per me tutto è archivio, anche i film di finzione che faccio diventa un archivio. E allora una rivisitazione importantissima anche per raccontare una memoria che è quella del secolo breve. В этом смысле эта картина ни о каком, ни о прошлом. Это картина о том, насколько вообще соблазнительна подобная форма власти, в том числе и для масс, которые этой формой магнетизированы и одновременно являются жертвенными животными для этой формы, жертвой. Дело в том, что картина была в российском прокате, и мнения, как это водится, разделились. Те, кто разделяет либеральные суждения, говорили о том, каков тиран, а те, кто не разделяет либеральные суждения, говорили о том, да, великий человек, какая ему почесть. А то, что там режиссер в конце приписал, так это он глупый. Эти титры читать не надо о жертвах. Вот, значит, все зависит, оказывается, не от того, что я представлю зрителю, а от того, как зритель способен открывать для себя мир, от его концепции, истории, мироздания, его самого в этом мироздании, от его образования, культуры и воспитания, от его моральных критериев. E quello è un fatto culturale probabilmente, che è un residuo culturale di non dire, di censurare. Probabilmente la forza anche dei cineasti sovietici era di bypassare la censura. È vero che non avevano il copyright, si produceva per il cittadino, ma c'era la censura sempre da bypassare e superare. In questo caso qua è così, è una questione morale di un cineasta. Cioè una questione prettamente morale, alla fine è giusto che si dice chi era Stalin. Если мы возвращаемся к картине, то мысль моя, которую я хотел выразить в этом фильме, очень проста. Сталин – это аллегорические. Все эти люди, которые вносят в себе маленького Сталина, которые разделяют все эти воззрения и которые и составляют как маленькие кирпичики всю эту махину тоталитарную человеческого уничтожения. Не знаю, всякий раз, когда обращаешься мысленно к этому времени и смотришь эти картины, которые меня тоже магнетизируют всякий раз, значит, поражаешься тому парадоксу, который разворачивается перед глазами.
понимая весь кошмар, тем не менее люди, как вот эти вот мыши за дудочником, за играющим на дудке, идут, значит, на верную погибель. Вот это вот какая-то странность, которая присуща и этому месту, и присуща этим людям, и этой культуре. Люди несут в себе это, и я бы даже сказал, что и не замечают. То есть не имеют потенции, способности каким-то образом эту темную сторону своей души исследовать. Как бы там ни было, появилось такое понятие, как человек, как персона, который достоин уважения, имеет свое достоинство и может бороться за свое право. В культуре российской такого человека нет, как понятие. Человек никто и ничто, просто средство. Не цель, а средство. И вот в этом заключается колоссальное отличие, которое мы можем видеть в этой картине. In questo grande archivio vedi anche tutta la fragilità e il dolore della gente tra la gente, di essere tra la gente, un po' come diceva Gorky, no? Cioè, sei tra la gente e lì vedi la gente, c'è la gente, vedi questa gente che è tutta lì. E per me era inevitabile pensare a tutta quella letteratura che ha prodotto i più grandi poeti, i più grandi letterati, gente, cioè penso agli Esenin, penso a Majakovskij, tutta la gente che è morta, che ha creduto nel socialismo, capisci? Che ha creduto in quel socialismo, che è stata tradita e che poi sono stati quelli che hanno fatto la rivoluzione, e Stalin alla base era un fascista che credeva solamente per lui l'unico modo antidemocratico era attraverso la polizia, attraverso questi sistemi. Questa è la verità. Но когда я говорю отсутствие идеи персоны, я бы добавил еще отсутствие идеи закона в этом пространстве. Я не имею в виду, что это отсутствие идеи исключает возникновение талантливых людей, гениальных людей, которые могут достигать высот в своей области деятельности. Я вовсе не исключаю это. Так вот, когда я говорю об отсутствии идеи личности, я говорю о отношении, которое разлито в культуре, которое культивируется в культуре, об отношении людей к другим людям. Я говорю о культурных кодах больше, чем о частных проявлениях. И когда там появляется какой-либо человек, которому, как Наполеону, невозможно быть статистом, он либо изничтожается, либо вынужден служить злу, libba вынужден оттуда бежать. Sì, vabbè, comunque ora abbiamo parlato, io vorrei, per concludere, perché vorrei anche fare un plauso a chi ha lavorato con Sergej, la sua montatrice, il suo montatore del suono, che hanno fatto un lavoro straordinario insieme a lui. Lui ha fatto un po' il direttore d'orchestra su tutto, perché è lo chef, il capo, è il regista, ma credo che ha avuto un'ottima squadra a fianco. Un ottimo archivista, ha fatto un lavoro straordinario anche di post e di tutto, perché poi parliamo di cinema, parliamo di film. Значит, моя команда – это примерно 200 операторов, с которыми мне не удалось встретиться, но, значит, они блестяще справились со своим заданием в то время, когда они снимали, и сняли они потрясающе. Это все-таки русская школа операторского мастерства, и, возможно, в принципе, было монтировать все эти разные кадры, которые в чем-то были одинаковы, они все-таки наследовали определенную традицию. И я работаю все время с одним и тем же монтажером, с которым уже работаю 15 лет, Даниэлиус Каканаускис из Литвы, и с замечательным звукорежиссером Владимиром Головницким, тоже из Литвы. Мы работаем вот в паре или в тройке
такой, значит, над всеми картинами, которые я делаю, поэтому, конечно же, я исполнен благодарности им. И, значит, еще мы все-таки, эта картина имеет такое воздействие на зрителя, потому что нам удалось почистить и стабилизировать изображение и приблизить его к тому качеству, которое можно получить сейчас. И это потрясающий такой гений компьютерного, значит, работы компьютерной с изображением Йонас Загорскас. И цветокоррекция и вся постпродукция сделана для этой картины в Румынии и тоже на студии «Авантпост». И там работают потрясающие люди. И вот, значит, корректор Клаудио Доада, я с ним работаю над всеми картинами, он творит чудеса. И вот такая международная команда. Я неизвестный из земли гонец, посланник, значит, Литва и Румыния. Вот мы такой маленькой командой творим, ну, можно сказать, маленькие чудеса. Cioè tutto 35 mm, материale straordinario, credo. Это Красногорский киноархив, государственный российский архив, с которым я работаю уже довольно давно. Это уже третья, наверное, картина, которую я делаю с ними. И у нас сложились такие очень дружеские отношения, и они, конечно, работают потрясающе. И мало того, что мы сканировали, нашли все и почистили, они еще нашли материалы, которые вообще не были даже классифицированы, не были записаны. Значит, и нам удалось найти еще уникальные материалы к тому, что было уже известно заранее. И я сейчас продолжаю работать, я делаю следующую картину тоже с архивом Красногорским. Vabbè, ma che io ci sono stato una volta, un posto è un bunker, incredibile come posto, ci sono stato solamente una volta, ma immagino, anche perché lui ha avuto la fortuna di mettere le mani su negativi che non erano stati mai toccati e sembrano nuovi. Mi sembra che ha 3 emulsioni nel film, al bianco e nero, il primo colore che facevano i russi, e poi un invertibile strano che non si capisce che cos'è. Cioè, mi sembra che ho notato 3 emulsioni nel film, ma forse mi sbaglio. Я сначала монтировал вообще в черно-белом виде рабочий позитив, поскольку он весь был черно-белый. Потом, когда мы получили негатив сканированный, смонтировали его, то выяснилось, что часть материала цветная. Я знал, что там будет цветной материал, но не знал, какой из них цветной. И там 3 типа пленки, одна точно кодек, одна, я не знаю что, может быть немецкая пленка цветная, Акфа, и одна это советская черно-белая пленка. No, ma perché ho notato questa cosa che aveva 3 emulsioni. Ho notato questa cosa e credo che la magia degli archivi è anche scoprire, che immagino che è la stessa cosa che faccio io, ma che fa Sergei. Allora credo che sia stata un'epifania scoprire che i negativi erano a colori. Questa è la magia anche di fare cinema. Вот если бы меня посадили в архив, я думаю, что я каждый там полгода выпускал бы по одной картине. Anche a me piace tantissimo, perciò posso capire benissimo Sergei, che comunque credo che possa essere un grande esempio per chi approccia questo lavoro. Ed è straordinario il lavoro che ha fatto lui per questo film, ma anche per quelli precedenti, perché io conosco tutto il suo lavoro. E niente, speriamo il nuovo film ora che vogliamo vedere, che cosa combinerà. Я очень благодарен Пьетро за эти слова, и я очень надеюсь, что в следующий раз мы встретимся и будем обсуждать замечательный фильм Пьетро, и тот, который Пьетро снимет сейчас, и тот, который он уже снял, Мартин Иден. Anche perché crediamo nel mutuo appoggio, nel mutuo soccorso, e credo che questo dell'uso degli archivi sia uno strumento didattico potentissimo al servizio delle nuove generazioni, e questo è tutto archivio quello che facciamo, perciò anche quando realizziamo i nostri film diventano già archivio, e lavorare con gli archivi credo che sia uno strumento molto valido anche riguardo alla didattica, che è fondamentale, che è anche il ruolo di noi nel confronto delle nuove generazioni. Questo è il vero valore che bisogna dare
a un lavoro come il funerale. Абсолютно согласен, присоединяюсь и хочу сказать или добавить, что то, что нас объединяет, гораздо сильнее, чем то, что нас разъединяет. Объединяет нас дружба и любовь к кино. И никакой пандемии с этим не справится. Grazie Sergei. Grazie. И моя крошка, мой птенчик припожий, Ваюшки, ваю, ваю. Пусть никакая печаль не тревожит